Давайте начнем. Сегодня у нас видео по высшей жрице, по смыслу жизни, по лучу миссии, по кармическому уроку, который может отыгрываться по карте Таро высшая жрица. И давайте все в моем стиле, все как вы любите, чтобы все было видно, интересно, понятно, почему у нас высшая жрица такая, да? Какие черты могут раскрываться в характере этой карты с помощью астрологических соответствий, мы еще сегодня поймем, порассматриваем. Ну и, соответственно, немножко зацепим, ну как, немножко, наверное, это будет основной темой, какое ощущение идет по высшей жрице для человека, который пытается найти себя в этой жизни. И пытается сделать это с картой высшая жрица. Очень нравится людям эта карта, потому что, смотрите, это же гадалка, да, как многие считают. На самом деле, да, это один из образов, который тесно связан как раз с любого рода магией, с тайными науками, с какими-то эзотерическими дисциплинами. В общем, это образ человека, либо просто символ того, что некое знание может быть скрыто от, скажем так, глаз широкой общественности, и обладать им могут немногие, тем более как бы использовать его, да, изливать его как бы в этот мир. У нас Войт постарался так нарисовать, вернее, его помощница Мари Колман Смит, если я правильно помню имя, с именами у меня сложно, нарисовала таким образом эту самую высшую жрицу, что создается ощущение, будто бы вот вода с ее одежды изливается в наш материальный мир, что некое знание, некая информация, а по многим, скажем так, канонам вода ассоциировалась с хранилищем информации, да, вы знаете эти вот интересные фильмы на РЕН-ТВ или как там, на пятом канале у всех по-разному, о том, что вода это она сохраняет информацию и прочее, прочее. Ну, в общем, почему? Потому что есть такой символ в самом деле, работает он потому, что с помощью воды делаются любого рода отвары, бульоны, настои и прочее, прочее. То есть вода вбирает в себя некие свойства того вещества, с которым она соприкасается, тем более если вода горячая, если это кипит, то цвет, вкус, запах переходит в воду, и даже если там, ну, я не знаю, вы собрали в лесу какие-то ягоды брусники, заварили кипятком, ягоды достали и убрали, да, но цвет, вкус и запах этих ягод остался в воде, хотя самих ягод уже нет. Именно поэтому люди ощущают, что вода обладает свойством, знаете, как вот эти кристаллы записывать информацию, что она хранит в себе некую информацию. Это, конечно, порождает еще массу всяких других теорий, но уже мы давайте рассматривать сегодня не будем, просто я к тому, что вот эти вот образ не спадающей такой воды, да, вот он символизирует на этой карте как раз исток информации из какого-то огромного хранилища, которое мы мельком видим там вот за спиной, за занавеской этой самой высшей жрицы, истекает эта вода в наш материальный мир. То есть человек является, ну, человек, либо сам принцип является возможностью перехода информации оттуда сюда. Можно сказать, что это такой проводник, как бы между тем миром и этим, перенос информации из этой, ну, как сказать, ноосферы, да, есть такой термин тоже, в сознании человека, в наш, как бы, материальный мир. Есть еще одна карта, проводник, которая показывает, каким образом человек может прикоснуться к этому тайному знанию, доступному немногим, да, и это карта Иерофант. Но Иерофант больше отвечает за то, что не то чтобы понятно многим, но более или менее ощутимо другими людьми. То есть, в принципе, любой человек может прикоснуться к тем знаниям, ключ к которым имеет Иерофант. Если нормально, внятно объяснить, Иерофант переводит
скажем так, информацию с божественного языка на нормальный человеческий. И таким образом может научить своих учеников нормально, правильно жить в этом мире, а дальше они уже делают свой жизненный выбор, дальше строят свой ощутимый физический мир, ну и так далее, далее, далее. Однако, изначально в каждом человеке присутствует вот то самое качество прикоснуться к глубинам информации. Можно сказать, что это прообраз того самого дара, которым обладает каждый человек в большей или меньшей мере. Те, у кого этот дар развит стандартно, как у всех, это нормальные люди, которые тоже временами что-то чувствуют, замечают за собой что-то такое, вот какое-то интуитивное умение угадать больше, нежели 50 на 50, да, то есть, ну, где-то угадать для себя что-то получше. Вот. Интуитивно чувствуют, что правильное, а что неправильное. Ну и, соответственно, из этого понимания интуитивного еще до сознательного, подсознательного ощущения у нас и рождается какое-то желание. Хотим мы это, либо не хотим мы это. Черное это для нас, либо белое. Хорошее, либо нехорошее. Правильное, либо неправильное. Нужно этого нам больше, либо мы, наоборот, хотим от этого избавиться. И вот с этими желаниями, с этой энергетикой, да, уже как бы почти оформленного желания имеет дело маг. Можно сказать, что маг и высшая жрица, они работают в паре. Многие тарологи связывают высшую жрицу и иерофанта в пару. Вот. Но я бы сказал, что по своему астрологическому соответствию высшая жрица больше похожа на Плутон, а маг больше похож на Марс. Об этом есть в лекциях по старшим арканам. Если интересно, там где-то будет в уголке ссылочка, да, на плейлист «Старшие арканы». Если вы еще не видели, обязательно смотрите, комментируйте, ставьте лайки, задавайте вопросы. Я постараюсь как-то ответить на ваши вопросы. По крайней мере, я ваш комментарий обязательно прочитаю. Я читаю абсолютно все комментарии, даже если не успеваю ответить, то вы увидите, что я лично его прочитал, это гарантированно. Поэтому, если что-то хотите мне сообщить такое, я в комментариях все увижу. В общем, маг и высшая жрица, они действуют вместе, сообща. Поэтому можно сказать, что маг — это осознанное желание, а высшая жрица — это подсознательное желание, которое, собственно, и проистекает из вот того самого внутреннего хранилища желаний, образов, информационного такого, скажем так, бака, да, в котором есть вообще все. Он абсолютно безмерный, бездонный, бесконечный. Вот об этом писал Карл Густав Юнг, там у него прям очень-очень много, вот это коллективное бессознательное и прочее. То, что мы понимаем как само собой разумеющееся, но не совсем понятное, почему это само собой разумеется, просто потому что некоторые вещи мы ощущаем как тождественно, равно с другими людьми, так как и они ощущают. И для нас это является своего рода истиной. Откуда она там является, нам неизвестно, но, по крайней мере, это та самая истина, да, которая скрыта от сознания, но подсознательно вполне доступна. Вот. Допустим, вы можете отчетливо понимать, что вы хотите вишневого варенья. Это отчетливая сознательная мысль по магу. А вот само желание, которое заставляет вас думать о этом самом вишневом варенье, это та самая высшая жрица. Это где-то глубоко внутри вас возникает ощущение, что не хватает чего-то кисло-сладкого, как раз вот такого, что очень похоже на вкус по вишневому, на вишневое варенье. Может быть, это реакция организма. Да, может быть, это какие-то подсознательные воспоминания о том, что в детстве бабушка вас угощала вишневым вареньем очень вкусным, и вам было очень приятно и комфортно в какой-то ситуации такой домашней, детской, да, и вам бы хотелось оказаться в этой домашней, детской ситуации, и вам вот очень хочется чего-то такого вот похожего. Вот. В общем, сложно сказать. Вообще механизм действия высшей жрицы — это тема от сознания скрытая. На то она и высшая жрица, на то она и прячет все. Ее мотивы неизвестны и непонятны. Но, по крайней мере, когда вы окунаетесь в эти мотивы, вам они становятся
ну как не сказать, что понятны, близки и естественны. Просто потому, что там все предельно четко. Либо черное, либо белое. Либо нравится, либо не нравится. Либо да, либо нет. Вкл, выкл. Мужчина, женщина. Вверх, низ, лево, право. Это та самая дуальность нашего мира, которая, кстати, в Иерофанте уже ставится под сомнение, либо замалчивается. Почему? Потому как смотрим, тут у нас столбы, которые тоже являются столбами, как бы поддерживающими свод вот этой самой религии, традиционности, принятых законов и обычаев, да, они уже серые, они одинаковые. И вообще тематика Иерофанта, в лекции есть более подробно, да, и смысл жизни по Иерофанту тоже есть. Это более или менее одинаковые, стандартные, шаблонизированные, применимые ко всем варианты действий. Там не учитывается, кто ты. Ну, конечно, учитывается, но, скажем так, это вскользь. Просто для того, чтобы определить, к какому шаблону ты относишься и какие действия в каких-то сложных ситуациях к тебе применимы. Вот это Иерофант. Когда человек приходит за советом, как поступить, что делать в жизни, да, вот у меня есть какая-то проблема, как мне справиться с этой проблемой, я не могу понять, как мне там с начальником, с подчиненным, с мужем, с женой себя вести. Вот Иерофант может научить, как все другие люди действуют в таких случаях, дать какой-то шаблон, тот, который в самом деле помогает. Такое стандартное лекарство, да, стандартный совет для тех, ну, как это, если у вас вдруг помутнело зрение, протрите очки. Это вот то, что может вам сказать Иерофант. То есть это работает со всеми, у всех это будет работать. В дождь, чтобы не промокнуть, раскройте зонтик. Возможно, это поможет. Вот это совет Иерофанта, и он будет применим ко всем людям, которые попали в дождь и у которых есть зонтик. Вот высшая жрица — это чуть-чуть другое. Это более глубокое ощущение, которое применимо только конкретно взятому человеку. Почему? Потому что первый дом у нас — это индивидуальность. А высшая жрица — это глубоко понятные мотивы действия человеку самому лично. Вообще было бы хорошо, чтобы чтобы высшая жрица была у каждого личная. Интуиция, она не бывает общей. Знание бывает общим, да? А вот интуиция, вот тут человек каждый сам себе интуитивно чувствует ту информацию, которая к нему приходит. Откуда ты знаешь? Мне кажется. Ну вот два одинаковых человека, стоящих рядом, казаться им может по-разному, особенно если в реальном мире того, чего им кажется, нет. Поэтому высшая жрица — это крайне индивидуальная штука. Кстати, надо сказать, именно поэтому я и не люблю вот эти расклады на YouTube, да, которые один расклад на всех, и у всех он якобы должен работать одинаково. Ну, это такое шоу, конечно, но сегодня не об этом, а о том, что высшая жрица — это индивидуальная работа с человеком один на один. Это попытка вот той самой гадалки, таролога, астролога, психолога, возможно, психотерапевта, разобраться в личных проблемах человека одного, индивидуального. Это разговор тет-а-тет, один на один. Если идти в высшую жрицу, то можно сказать, что это та самая гадалка, которая работает только здесь, только сейчас и только с вами. Как вам может помочь вот это ощущение, если вы не гадалка, если вы просто сам себе человек, да, и пытаетесь разобраться в смысле жизни, особенно если вам там какая-нибудь школа Таро сказала: ваш луч миссии — это высшая жрица. Кстати, по статистике, где-то я там читал, уже не помню где, очень многим людям почему-то попадается именно высшая жрица как луч миссии, они... Ну, возможно, потому что эта школа потом очень заинтересована в том, чтобы человек с таким вот лучом миссии, как высшая жрица, ну это же гадалка, да, пришел учиться именно к ним. Вот. Ну, тут я уже не буду никого обвинять, да, но тем не менее, как-то так это все очень загадочно. Сколько людей я встречал, очень многие говорят, что вот у меня тоже луч миссии, высшая жрица. Объясните, пожалуйста.
Хорошо, давайте объясним. Так, что у нас там в чатике? В чатике там много чего интересного. Ой, много чего интересного советуют. Первый раз попала на ваш прямой эфир именно на Верховную Жрицу. Меня эта карта прям преследует в последнее время. Очень часто выпадает. Интересно, к чему бы это? Возможно, к сегодняшнему эфиру. Может, у вас там инсайт сегодня случится, да? Вы что-то поймете про себя, про смысл жизни. Всякое бывает, всякое бывает. Это как бы шутка юмора, но тем не менее в каждой шутке есть доля шутки. Так. Там что заходят в Инстаграме. Смотрю на Ютубе ваши записи и год. Так, ну это такое. Это я после эфира. После эфира. Можно назвать высшую жрицу предчувствием? Да, вполне. Понимаете, предчувствие вот как раз и относится больше к высшей жрице. Это та информация, которая для нас является какой-то само собой разумеющейся, то есть мы чувствуем эту информацию. Не то, чтобы мы ее узнали от кого-то. Когда нам сообщают, это, конечно, не предчувствие. А вот когда мы чувствуем то, что может произойти, но еще не произошло, да, то, чего еще не существует в этом мире. Причем из источников, которые лежат глубоко внутри нас, мы как бы это знание из себя вылавливаем. Вот это ощущение есть Плутон. Почему? Потому что Плутон это то, что скрыто глубоко внизу, внутри. Это владыка подземного царства. Плутон, и в частности 8-й дом, в котором находятся такие же планеты, как и в первом. Это Марс и, собственно, Плутон. Да? В Скорпионе главная планета это, конечно, Плутон. И тут присутствует символика смерти, символика другой стороны, символика чего-то потустороннего, загадочного, непонятного и, возможно, опасного. Вот. Само собой, что высшая жрица, она не несет в себе такой явной, отчетливой опасности, однако Плутон говорит о том, что она несет в себе большое количество энергии для осуществления желаний, для осуществления того, что вам хочется. Просто потому, что желание само по себе, оно и является стимулом к действию. Когда нам чего-то хочется, мы хотим, не хотим, начинаем действовать, начинаем думать о том, чего нам хочется, и, соответственно, запускаем какую-то цепочку действий. Поэтому можно сказать, что если у вас где-то там в какой-то школе Таро вам сказали, что луч миссии, либо смысл жизни, либо кармический урок у вас пройти высшую жрицу, это значит, что вам как минимум нужно разобраться со своим источником внутренней энергии, источником своих желаний, которые будут вести вас далеко вперед по всей вашей жизни. Это первое. По поводу вот той самой профессии таролога, гадалки, астролога, как я уже сказал, не обязательно это должна быть какая-то мистическая профессия. Достаточно того, что у вас будет ощущение, что человек, который вас научает чему-то, он заводит вас в какие-то такие дебри, да, в настолько глубокие, загадочные, таинственные, что для всех других людей они являются недоступными и непонятными. Я бы сказал, что это такая скорее индивидуальная работа, один на один. Если обучение по высшей жрице, то это скорее индивидуальное обучение. Почему? Потому что у нас противоположные дома, 1 и 7, они говорят о личности человека. Ну, не столько о личности, сколько о самом человеке, о нем. То есть вот то самое «я», которое человек ощущает, когда думает о том, что нужно лично ему. Чего лично он хочет. Вот это желание он и ощущает собой. Мы то, что мы хотим, а не только то, что мы едим. Да? Вот. И противоположность — это весы. Умение выстроить отношения с другой стороной, с партнером, с напарником. И, соответственно, когда Овен чего-то хочет, он хочет этого от других людей. Взять он это может у другого человека. Поэтому нужно выстроить грамотное и правильное отношение с другим человеком, с тем, чтобы не пришлось брать то, что тебе нужно, не пришлось брать силой. Чтобы можно было договориться и тебе добровольно дали то, что тебе нужно.
Желательно 1 на 1. Первый, 7 дома, они очень хороши в работе тет-а-тет. Поэтому высшая жрица, какие-то тайные знания, понимаете, они не сообщаются на широкую аудиторию. Я, когда вам вещаю со своих эфиров, да, я не выступаю в роли высшей жрицы. Я выступаю в роли иерофанта, который говорит вещи, которые, в принципе, доступны всем. Понять, узнать их вы можете сами, если хорошенько покопаете историю, источники, интернет, в конце концов, грамотно покурите, и увидите, что все, что я вам рассказываю, есть в открытом доступе. Все это можно сложить и сделать какие-то выводы. Вот. А вот высшая жрица — это вот то ощущение, которое заставляет меня делать, заставляет меня извиняющимся тоном сообщать своим ученицам, что, девушки, этому я вас научить не могу, потому что этому человек должен научиться сам. Сам пройти через вот этот опыт, сам ощутить, что для него лично правильно, а что нет. Вот, поэтому по высшей жрице тут не столько нужно вам быть гадалкой, да, как вам кажется, и прикасаться каждый день к загадочному и скрытому, сколько вам нужно найти в себе вот тот самый источник информации, докопаться до своей интуиции и научиться включать ее правильно. Абсолютно неважно, как вы будете применять эту интуицию. Абсолютно неважно. Дело в том, что каждому человеку у него в настройках есть что-то свое. Да? Кому-то нравится быть плотником, кому-то нравится быть швеей, кому-то делать ноготочки и шугаринг или еще что-то такое, кому-то учить детей. Ну, в общем, у всех разные интересы, все работы хороши, выбирай на вкус. Но вот ощутить, ваше это или нет, заряжает желание заниматься вот этой профессией вас лично или не заряжает, вы можете ощутить только самостоятельно, только прикоснувшись и ощутив глубоко внутри в себе. Раскрывается ли эта дверца, которая выплескивает на вас море вот этой позитивной информации, которая вами потом может быть применима. Как будто вы сами знаете, как все это нужно делать. Да? Как будто вы не управляете этим потоком, а оно как-то происходит само. В таком случае говорят, что у человека прирожденный дар. Да, вот есть люди, одаренные физически голосом, да, но петь они не очень умеют. А есть люди, которые интуитивно чувствуют, как нужно петь этим голосом, как именно им пользоваться вот всеми этими вокальными данными так, чтобы у зрителей, у слушателей заколотилось сердце, понимаете, чтобы воздействовать на эмоции. Это можно ощутить только лично, глубоко внутри себя. Поэтому по этой карте, если она вам выпадает на кармический урок, который вам нужно пройти там в течение, я не знаю, всей вашей жизни, либо ближайшего времени, по высшей жрице нужно понять, что для вас лично хорошо, а что плохо. Научиться верить себе, научиться доверять себе и отпускать эти самые вожжи. Понимаете, это очень похоже на то, как человек дышит, как человек, как у него устроено сердцебиение, кровеносная система, все те скрытые механизмы, которые помогают ему работать, существовать в этом мире. Да? Он же не активно сознанием влияет на свое сердце, там, либо не активно постоянно дает сигнал легким: так, сейчас сдувайтесь легкие, да, сейчас вот надувайтесь легкие, сейчас опять сдувайтесь, сейчас опять надувайтесь. Так, теперь сердце нужно так вот, так вот, вот. То есть это все скрыто от вас, где-то там внизу, на тех этаже, оно все работает, туда лезть не надо. Это те скрытые настройки, в которые лезть не надо. И если там все работает без проблем, и у вас все хорошо получается, то отлично, вам повезло. Вот, значит, вы делаете все правильно. Но большое количество людей сейчас блуждают в тумане и не могут понять, что же на самом деле им нравится, чем же заняться им в жизни. Вот как раз тем, что вы ощущаете как правильное для себя, вот тогда
вы на верном пути. То есть высшая жрица, она позволяет вам прочувствовать скрытые в вас же силы. Как профессия, это может быть человек, который работает с другими людьми, у которых проблемы примерно в этом плане, которые не очень могут понять, это для них лично правильно, либо неправильно. И вот там уже простор для фантазии какой угодно. Какой угодно. Кстати, вот Плутон, он особенно хорош в работе с чужими проблемами. В работе с чужой энергетикой, с чужими финансами, с чужим материальным миром, с чужим здоровьем, опять же. Это все свойства Плутона. Он затрагивает и материальные аспекты вашей жизни, физические аспекты вашего существования, но на достаточно таком своем личном уровне. Вот. И можно сказать, что тут Плутон помогает вам понять, что для вас правильно, а что неправильно. Поэтому по этой карте, если вы хотите помогать людям и чувствуете свое признание именно в помощи другим людям, то это скорее призвание быть профессионалом в той области, которая помогает индивидуально человеку понять не то чтобы свой путь, а разобраться, что для него хорошо, а что плохо. Вот, вредно для него это или не вредно. Да или нет. То есть там не оттенки и не нюансы. Там конкретно и четко. Либо да, либо нет. Это твое, это не твое. Раньше к гадалкам ходили зачем? Узнать, это мой суженый ряженый, как по судьбе он мне или не по судьбе. Это, конечно, самый первый примитивный уровень верховной жрицы, высшей жрицы. Но, тем не менее, это тоже работает. Но если вы хотите поглубже, тогда уже нужно прикидывать, будете вы с этим человеком жить дальше, либо не будете. Как это сделать, чтобы вам улучшить свои отношения с партнером и ему жизнь не сильно портить. Это уже другие карты. Это уже нюансы, аспекты, это конкретные какие-то действия. Но высшая жрица изначально решает, да либо нет. Ваше, либо не ваше. Твое, либо не твое. Да? Знаете, вот у меня был такой момент, допустим, как правило, это всегда в самом начале происходит. Высшая жрица всегда происходит самостоятельно. Причем в первый момент. Знаете, вот это первое ощущение от человека, оно, конечно, может быть обманчивым, но чаще всего оно не обманывает. Вот когда вы его только-только видите, он вам сразу либо нравится, либо не нравится. Вы можете понимать, можете не понимать. Нравится либо не нравится, он может вам по множеству причин, которые от вас чаще всего скрыты. Вот когда маг понимает, что ему нравится, хочется ему общаться с этим человеком или нет, по магу вы конкретно понимаете, почему вам хочется общаться с этим человеком, потому что вы от него что-то хотите, да, допустим, это богатый человек, который может спонсировать, я не знаю, ваш стартап. Конечно, по магу вы это понимаете, и у вас есть острое желание общаться с этим человеком, хотя он может быть сколько угодно вам не симпатичен. А вот по высшей жрице вы чувствуете, правильный он для вас, либо неправильный. И между магом и высшей жрицей всегда, не всегда, зачастую может появиться такое противостояние. С одной стороны, мне как бы хочется общаться с этим человеком, да, чтобы извлечь какую-то пользу для себя по магу. А с другой стороны, я чувствую, что это какой-то не очень правильный человек для меня. Но по высшей жрице нельзя сказать конкретно, почему именно он для меня нехорош. Ну вот как-то по манере поведения, по каким-то словечкам, по походке, вплоть до запаха, да, как-то, вот чем-то этот человек мне не подходит, я не знаю, чем именно, но вот он мне конкретно не нравится. И чаще всего сознание побеждает у мужчин, а вот женщины больше склонны все-таки доверять своей высшей жрице, доверять этой интуиции. И по верховной жрице очень часто женщина не общается даже с тем человеком, который ей почему-то неприятен. Мужчины как бы это чувство преодолевают, потому как у них маг очень сильный, они прям очень хотят там что-то сделать.
убить мамонта, завоевать царство, да, либо получить зарплату хотя бы. По магу они как бы готовы мириться с тем, что им кажется, они преодолевают это. А вот женщины, исторически так сложилось, что по магу они шибко действовать-то не могут. Возможности у них раньше были ограничены, да, дома сидишь киндер-кюхе-кирхе, да, поэтому и приходилось как-то приспосабливаться интуитивно к тому, что происходит. Вот это интуитивное чувствование, хорошо или плохо, и является основной темой высшей жрицы. Можно сказать, что это еще тема совести. Почему? Потому что совесть — это как раз та скрытая истина, которая нам помогает понять, надо нам это делать или не надо делать. Хорошо это для нас, либо плохо. Совесть — это такой уже скорее общественный инструмент, тоже, кстати, очень-очень женский. Почему? Потому что исторически, опять же, так сложилось, что мужчины более одиночки, а женщины более коллективные, более социально зависимые личности. Почему? Потому что мужчины ходили на охоту, часто либо в одиночку, либо как-то в командах, но при всем этом рассредотачивались по местности, если там нужно было загнать того несчастного мамонта в ловушку и прочее, прочее. В общем, в мужчине всегда ценилась индивидуальность и умение действовать конкретно с пониманием того, чего ты хочешь. А вот женщины оставались большую часть времени в социуме, в семье, в роде, в общине, в которой они растили детей, присматривали за родителями и прочее, прочее. Вот все это заваливалось на их плечи. И им приходилось каким-то образом взаимодействовать с другими людьми так, чтобы не навредить себе и своим детям в первую очередь. Ну и, соответственно, как-то извлечь пользу из того, что они все вместе выживают. Вот, поэтому социальная тема совести у женщин, она развита всегда более глубоко. И они тоньше чувствуют вот те самые аспекты совести по высшей жрице. А что такое совесть? Это глубоко скрытое чувство, правильно ли, либо неправильно. Помните вот это вот? Крошка-сын к отцу пришел и спросила: Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Да, вот это вот конкретное разделение на то, что такое хорошо, а что такое плохо, человек глубоко внутри себя понимает сам. Все мы прекрасно понимаем, что совесть — это лучший контролер. Помните, да, в троллейбусах была такая трафаретная надпись над компостерами. Вот, совесть — лучший контролер. Вот это и есть тот самый контролер, который проверяет и контролирует. И в случае чего может, конечно, наказать за провинность, за нарушение каких-то моральных законов, да, и выражается это в Немезиде, которая являлась богиней возмездия за нарушенное слово, да, за нарушенный договор. Вот. А договор — это и есть вот те самые социальные мотивы, те самые социальные законы, которые укоренялись в каждом человеке глубоко-глубоко внутри, вплоть до интуиции. Мы интуитивно понимаем, что вот то, что чувствует высшая жрица, это не те писанные законы. Это законы какой-то высшей справедливости, еще дочеловеческой, надчеловеческой, подчеловеческой. Да? Это законы по типу слабого обижать нельзя. Вот. Это законы такие, что в опасное место лучше не соваться. Потому что это работает для всех, это понятно даже на животном уровне. Это пришло к нам еще с допещерных времен, это слезло вместе с нами с пальмы, понимаете? Оно врожденное глубоко-глубоко внутрь человека, это еще до осознания. И вот если вы, современный человек, слишком много думаете головой, считаете себя слишком умным, то это перекос в ту сторону, которая уводит вас от высшей жрицы. Чем умнее человек, тем хуже он слышит свою интуицию. Чем глупее он, тем больше ему приходится полагаться на эту самую интуицию от того, что ну а куда деваться, надо же как-то выживать в этом мире. Разумный человек, он, конечно, будет развивать обе свои способности. Вот. Изначально так получается, что по физическим, по сложившимся исторически
настройкам женщины, у них баланс смещен в сторону высшей жрицы, у мужчин смещен баланс в сторону мага. Да? Идеально для нашего мира пользоваться и тем, да вообще для любого времени идеально пользоваться и тем, и тем. Женщины должны учиться осознанности, мужчины должны учиться умению доверять своей интуиции. Вот, как-то так. Так, вопросы там интересные такие. Ох, там много-много интересных вопросов. Я, наверное, отвечу чуть-чуть попозже. Чуть-чуть отвечу. Вот. Как-то так. Так что, если вот вдруг приходит вам информация о том, что вам надо развиваться дальше в жизни по высшей жрице, это не значит, что вам нужно давать объявление, ну, снимать кабинет, да, покупать стол, карты, давать объявления в интернете, гадаю дешево, да, предсказываю будущее и ждать наплыва клиентов. Это значит, что вам нужно разобраться, что для вас лично хорошо, а что плохо. Если вы хотите сделать это, и причем делать это на интуитивном уровне, а как это делается, просто берется и пробуется, ощущается. Человек сталкивается на физическом уровне с тем, что ему интересно. Он начинает нарабатывать опыт. Вот, например, вы столкнулись с картами Таро, вам по магу захотелось приобщиться к знанию по Таро. Вы сталкиваетесь с тем, что там очень много чего-то такого глубинного, что интуитивно вам вроде бы понятно, вот вся эта символика образов, да, но нужно разобраться еще, как работать правильно, а как неправильно, да, то есть вот это то самое черно-белое. Один из основных вопросов моих учениц — это как правильно гадать, а как гадать неправильно. Вот по этой карте какие правильные, какие неправильные значения. А я их учу тому, что понять, что для вас правильно, то есть белый столб, а что для вас неправильно, черный столб, да, вы можете только глубоко внутри себя. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, нужно наработать опыт в понимании того, значение карты для вас подходит или нет. Ну вот. Поэтому вот высшая жрица — это попытка достучаться до своего хранилища информации, наработать свою интуицию. А наработать свою интуицию вы можете только многократным повторением одних и тех же действий, вот, и улавливая закономерности какие-то. Чем больше вы работаете с картами Таро, тем глубже развивается ваша интуиция в понимании этих самых интуитивно понятных образов. То есть для того, чтобы хорошо работать с картами Таро, нужно взять карты Таро и работать, потом у вас получится хорошо. Это, кстати, в любой профессии так бывает, но картам Таро это особенно применимо от того, что карты Таро очень личная штука. Очень зависимая от умения человека довериться своей интуиции. Никто вас этому не научит, вам могут только показать сторону, в которую нужно идти. Вот как-то так. Как-то так. По высшей жрице, конечно, можно учить разбираться в себе других людей. Но, скорее всего, так, тет-а-тет. Раскрывать им истину, скрытую в них же самих. Помогать разбираться в себе. Не говорить, ну, что же вы, гражданочка, тут совершаете такие ошибки. Вы вот делаете так, как все делают, и вы исправите свои ошибки, да. Назначать такое стандартное лечение по высшей жрице нельзя, от того, что высшая жрица очень индивидуальная штука. По высшей жрице нужно посидеть с человеком, разобраться лично в его ситуации, в его проблемах, обсудить стандартные варианты разбора его проблем, да. И потом объяснить ему единственно возможный для него правильный путь развития его ситуации. Либо не единственно, там какие-то варианты, но применимые только к нему лично. Это как индивидуальная консультация. Это как тет-а-тет. Вот любая профессия, которая позволяет вам консультировать людей и помогать им разобраться в своих проблемах, в личных проблемах, в индивидуальных, вот это и есть высшая жрица. Психологи, тарологи, астрологи, любые другие люди, которые работают тет-а-тет, один на один, в закрытом помещении, скажем так, и помогают человеку прикоснуться к неизвестности. Но к неизвестности внутри себя. Не вы его к себе пускаете, а вы помогаете ему
зачерпнуть ту самую энергию, которая в нем находится, найти ему смысл существования, скажем так. Показать ему, что для него плохо, а что для него хорошо. Помочь разобраться в основах, скажем так. Вот когда к бабкам, к гадалкам приходят и спрашивают, он хорош для меня или нет, это и есть та самая высшая жрица. Любые профессии, где происходит частное консультирование, где разбираются конкретные случаи, это и есть та самая высшая жрица. Не обязательно быть профессионалом в этом. Если вы помогаете другим людям разбираться в личных проблемах, это уже высшая жрица. То есть, по сути, маг и высшая жрица работают вместе. Маг хорошо понимает, чего ему нужно, высшая жрица дает ему энергию для этого. Потому что это совесть, это разница потенциалов. Совесть — это когда вы понимаете, что хорошо, а что плохо. По совести это правильно. Не по совести это неправильно. Вот это черный и белый. Вот и все. Идеально, если человек сочетает в себе эти карты. Но если к вам приходит человек с четким пониманием того, чего он хочет по магу, но не понимает, как ему это сделать, как ему найти мотивацию для действия, вот вы помогаете ему окунуться в его личную высшую жрицу. Конечно, там есть элемент иерофанта, элемент весов. Но весы — это та самая противоположность, которая помогает человеку разобраться, кто он сам по себе, по Овну. В общем, по Овну человек понимает себя. Если вы хотите пойти в какую-то профессию, то помогайте людям познать себя. Чем бы вы там ни занимались. Картами Таро, рунами, хиромантией, астрологией, психологией, социологией, политологией, чем угодно. Вот. Как-то так. В общем и целом, наверное, ну вот об этом оно все. Об этом. Так, ну давайте смотреть, что у нас тут интересного по вопросам, потому что я надеюсь, что по вопросам будет много всякого разного. Так. Давайте, наверное, отдельно себе чатик выведу, чтобы мне было удобней. Вот. Так, и вот так. И потихонечку буду читать. Угу. Вот. Жрица — это снежная королева в отрицательном варианте. В минусе ее темная сторона. Знаете, я как-то про снежную королеву не думал. Ну, может быть, но там надо покопаться в образах. Я давно эту сказку читал, она мне никогда особо не нравилась, поэтому нужно освежить ее в памяти, чтобы как-то вот эту самую высшую жрицу там поискать. Вот, поэтому тут я вам сразу на вопрос... Поэтому на этот вопрос так с места в карьер я вряд ли смогу ответить. Ирина Богатова. А у меня луч миссии белая карта. О, понятно. Но мне тянула не та школа, что вы намекаете. Смотрите, вообще, в принципе, есть возможность, да, выбрать человеку, вытянуть человеку луч миссии, да? Вот. Либо, ну, как смысл жизни и прочее, да, зачем человек нужен, кармический урок и прочее. Но белая карта — это полный бред. Это, извините, я не очень люблю критиковать другие школы Таро, других тарологов от того, что карты Таро — это такая очень тема с размытыми границами, и работать в них можно по-разному. Плюс есть разные школы Таро, есть как минимум 4 течения Таро, да. Ну, по крайней мере, можно разделить эти течения на 4 более или менее такие ветви, да, по стихиям они будут соответствовать. Вот это все есть в первой лекции у меня. Понимаете? Дело в том, что белая карта, вот это полный бред вообще. Ее не существует. Ее придумали люди, чтобы объяснить абсолютную случайность. Дело в том, что когда... Я уже много раз рассказывал о белой карте, но раз есть вопрос, значит нужно сказать. Смотрите, что такое белая карта или бланка, или пустая карта? 78 карт Таро. 78 штук.
А в современной колоде есть, как правило, 80 карт, да? Ну вот у нас тут есть колода, которая, кстати, нужно уже и разыграть будет, да, и выслать победителю. Ну вот, допустим, у нас колода Таро, маленькая белая книжечка, все как положено, и две карты. Две карты, которые, в принципе, не значат ничего. На них, как правило, размещают какую-то рекламную информацию, либо информацию об издательстве. В данном случае это у нас Лос Карабео, название колоды. Это знаете, это как обложка колоды Таро. На второй там вообще какая-то информация так сугубо рекламная, что ли, да. То есть список колод, которые можно еще купить у Ло Скарабео, телефон, факс. Покупайте наших слонов, короче. Почему так делается? Потому что лист полиграфический вмещает 80 кусочков картона вот такого формата. Две карты получаются пустые, белые. И на них стали печатать рекламную информацию, либо просто размещать какой-то интересный узор, рисунок, да, просто чтобы не выкидывать. Ну и люди, соответственно, ни зеленого понятия не имеющие, что такое Таро, берут, видят 80 карт, значит, наверное, нужно с этими картами тоже работать, раз они есть в колоде, и начинают работать. Раз пустая карта выпала, да, или какая-то просто красивая, ну это вот белая карта, это значит, что мне ничего знать нельзя. Это значит, что карты Таро не хотят отвечать мне на мой вопрос, что гадание нужно заканчивать, потому что ничего толкового не будет, карты не хотят с тобой говорить и прочая ересь. Это просто-напросто два бессмысленных кусочка картона, которым пытаются привязать какие-то значения, которых там нет и никогда не было. 78 карт Таро — это 78 карт Таро. И впихивать туда какие-то лишние, ну, такое себе. Тем более, если люди начинают вещать клиентам о том, что у них смысл жизни — это белая карта, да, то есть у вас что, теперь нет смысла жизни? Ну, приехали. Интересно получается, когда... Вот. Такое себе. Жрица ищет что-то влияющее на ситуацию. Жрица ищет скорее истоки ситуации. Хороша эта ситуация для вас или нет? Жрица — это в общем и целом первичное ощущение того, что вы чувствуете по отношению к ситуации в целом. Хорошая это вам ситуация или плохая? Симпатичный это для вас человек или нет? Кажется ли это предприятие вам выгодным или не кажется? Вот если это предприятие вам кажется выгодным, значит у вас зазвенел белый столб на этой белой карте. Вам кажется, что это хорошая, правильная ситуация для вас. После этого бизнесмен берет листик в клеточку, в линеечку, ручку, калькулятор и начинает подсчитывать примерно, возможно, первичные такие вот варианты, будет эта ситуация выигрышная или нет. То есть он начинает проверять свое интуитивное чувствование, да, уже, собственно, по магу, по осознанному варианту. О, это может быть интересным, ну-ка давайте посчитаем, будет ли это интересным на самом деле потом в финансах. Получится это у нас осуществить, вот это потенциально правильное желание, либо не получим. Овен всегда хочет чего-то от того, что он чувствует выигрышность ситуации для себя, либо несправедливость ситуации в чем-то, неправильность ситуации. Да? Вот овны, они на самом деле самые совестливые люди. Либо по отношению к себе, либо по отношению к другим людям. Ребята, как вы вычисляете луч миссии? Я никак. Я не вычисляю луч миссии, я этим не занимаюсь. Мы рассматриваем с человеком конкретику. Да? Вот есть у человека конкретный момент в жизни, который вызывает какие-то сложности. Человек не может понять, куда ему двигаться дальше, что делать вообще, зачем жить и прочее, прочее. Это очень сложные моменты в жизни человека, где без подсказки, может быть, не каждый и выгребет
Вот. Но это не значит, что карта, которую вы поймете как главную карту в раскладе, будет на протяжении всей жизни человека основной картой, основным смыслом жизни. Это значит, что на данном этапе, на данный момент человеку нужно мотивироваться этим. Да, и вот мы с ним разбираемся, в чем ему там хотелось бы, в чем ему искать смысл своего существования, правильность либо неправильность себя в этом мире. Вот. Когда человек наладит свою жизнь и вздохнет свободнее, вот тогда приоритеты могут потихонечку начинать меняться. Тогда смысл жизни у человека тоже начинает меняться. Понимаете? Нет такого, что у человека смысл жизни один раз на всю жизнь. Вот родился человек, да, и у него сразу же появляется какой-то смысл жизни. Смысл жизни в течение времени постоянно меняется. Сначала мы живем ради себя, потом мы живем ради партнера, да, потом ради своего дела, потом ради детей, потом ради внуков, а потом как бы там ради правнуков может быть ради какого-то великого дела, да, ради человечества, чтобы спасти планету, чтобы помочь зверюшкам бездомным, чтобы помочь бездомным людям. То есть люди сами потом находят себе смысл жизни. Потому что они чувствуют правильность, либо неправильность того действия, которое они делают. Вот это и есть та самая высшая жрица, когда человек сам чувствует свой смысл жизни. Он приходит к нему изнутри, а не потому, что кто-то в какой-то школе Таро сказал, что ваш луч миссии там, я не знаю, отшельник. Все, и что теперь человеку? Уезжать на отдельный остров и жить там самостоятельно? А если ему не хочется? Если ему хочется абсолютно другое. Вот. Мы чувствуем плохое и хорошее или выбираем из плохого и хорошего? Путаю черный и белый столб. Смотрите, Наталья, да, в том-то и дело, что мы выбираем, что для нас хорошо, а что плохо. Не по какому-то разуму, а по чувству. Мы просто чувствуем, что это для нас хорошо, и просто чувствуем, что это для нас плохо. По магу мы уже пытаемся осуществить то, что нам кажется хорошим. Либо избежать того, что нам кажется плохим. Изначально все идет из высшей жрицы. Вот. Как-то так. Поэтому, когда мы делаем выбор, мы выбора-то и не делаем. Когда мы выбираем из плохого и хорошего, мы уже понимаем, что плохое, а что хорошее. Понимаете? Когда мы делаем выбор, вот мне выбрать плохое или хорошее, мы уже видим, вот оно плохое, вот оно хорошее. Совесть за вас выбор уже сделала. Высшая жрица у вас уже сработала, уже включилась, уже сказала, чувак, вот тут плохо, а вот тут хорошо. Ты сюда не ходи, ты туда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Это вот наше врожденное чувство. Понимаете? А уже сознательно выбираем мы между тем, что и так ощущается хорошим или плохим. Белым столбом, либо черным столбом. Нава Харина. Часто видела у тарологов, когда выпадает высшая жрица, говорят, какие-то тайны присутствуют. Ну да, присутствуют, конечно. Дело в том, что высшая жрица это как раз и есть символика таинственности. Высшая жрица прячет. Эту карту невозможно понять полностью, потому что смысл карты как раз таинственность. Как вы можете понять таинственность, если основной смысл таинственности это непонимание этой таинственности до конца? Всегда остается что-то недопонятое, какой-то второй, третий, четвертый, пятый, десятый скрытый смысл, и вы копаете, все глубже и глубже, и все равно скрыто. Это как в Торе, да? Она что держит в руках? Она в руках держит Тору. А что такое Тора? Тора раскрывает глубинный, скрытый смысл. Дополняет письменную Тору и объясняет то, что там недосказано. Высшая жрица не может объяснить. Высшая жрица намекает, и высшая жрица дает ощущение, что это мне кажется, что что-то тут не так. Вроде бы чувствуется, но между строк, понимаете? А вот осознает, что именно не так, уже маг, который вот рядышком там присутствует и уже четко понимает, вот это мне нравится, а это нет. Вот как-то так.
Ирина Богатова. Я покупала мастер-класс луч миссии. Здесь не могу называть, у кого это будет неправильно рекламировать. Да рекламируйте, боже. Не, ну как, если прям рекламировать, то, конечно, не надо. Но если просто сказать, то можете просто сказать. Скажем так, если человек делится впечатлениями, это он делится впечатлениями. А рекламировать это он приходит и говорит: ой, тут все это ерунда, да, вот там точно лучше, там точно круто, идемте туда с нами, покупайте наших слонов. Вот это будет расцениваться как реклама. А так просто сказать: ну, я там-то делал. Все равно все знают, вы гуглите луч миссии, там одна школа и выпадает. Я просто не помню, как Врата Изиды, по-моему, да? Вот. У них своя школа, у меня своя школа. Так. Также трактуют верховную жрицу как тайную женщину-любовницу. Что скажете, присутствует такое? Да, часто. Дело в том, что тайная женщина-любовница — это что-то скрытое, да, от жены. Либо там от родственников, от публики, от коллег. Так что да, высшая жрица — это все, что прячут, скажем так. Все, что не хотят показывать. Все, что и так знают. А почему не хотят показывать? Потому что глубоко внутри по совести понимают, что это лучше не показывать, это неправильно. Вот, в частности, вот про любовницу, да, не показывают ее чисто по совести, от того, что понимают, что это будет плохой поступок, либо для других людей, если они узнают, что ты обманываешь, да, это будет нехорошо, либо если человек законченный эгоист, да, и он думает только о себе, то это тоже неправильно показать любовницу от того, что тогда тебе прилетит, тогда как бы твоя тайна вскроется, и ты понесешь какой-то ущерб моральный, репутационный и прочее. Насколько это проверенная методика? Это вы о чем? Так, слушайте, я так уже как-то убежал, вернее, не так далеко зашел. Солоху из Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» можно отнести к карте жрица? Да, кстати, да. Если вы помните, Солоха прятала в мешках сначала там черта, потом голову, да. В общем, это вот как раз та самая штука. Гоголь, он как-то чувствовал очень тонко все эти дела. Я не в курсе, знал он подноготную вообще или нет, но он как настоящий художник, он чувствовал образы, чувствовал архетипы, и вот очень ловко с ними, очень ловко с ними работал, очень ловко лепил из них образы. Поэтому да, это такая солоха. Вот. Высшая жрица раскрыла тайную связь с заразной болезнью для мужчины. Карта так себе на уме. Ну да, кстати, смотрите, заразная болезнь для мужчины, ну понятно, да, о чем там, как это называется, аббревиатура, не помню. Вот, то, что передается не воздушно-капельным путем, а очень даже половым. Это Плутон, который нам дает намек на что-то скрытое, на что-то, то, что не показывают, на то, что не надо выпускать на свет, всем рассказывать не надо, а то, о чем не говорят, плюс еще намек на секс, на разницу полов, это все идет по 8-му дому тоже, да. Это, скажем так, негативная сторона. Но это значение по высшей жрице вполне может быть. Жрица дает тайное знание, если обратишься, но не дает источник этих тайных знаний. Нет, смотрите. Есть разница между обращением, допустим, к гадалке и к батюшке в церкви, да, к священнику. Либо там, я не знаю, к падре в костеле. Когда вы обращаетесь к священнику, это иерофант, да? Он дает вам совет по Библии, шаблонный, но действующий. Если ты будешь действовать как все, там, православные, католики, правоверные, ты будешь правильным, у тебя все получится. А вот высшая жрица, она, как гадалка, к которой приходит человек, она дает индивидуальный ответ. Для всех это может быть плохо, а для тебя может быть вот этот вариант хорошо.
Потому что тут идет глубокая индивидуальность. Тут идет еще до религиозное, до социальное ощущение, глубинное личное свойство, качество человека. Понимаете? Вот. Иерофант, он объединяет в себе традиции большого количества людей, а высшая жрица — это человек, который смотрит глубоко в вас. Мимо вот всех этих людей, всех этих обществ, всего такого вот, а конкретно с вами работает. Вот. Солоха, походу, дама жезлов. Королева, да, вы имеете в виду? Может быть, может быть. Дама пентаклей. Смотрите, тут в зависимости от того, как трактовать и пентакли, и, да, но это может быть и то, в зависимости от рассматриваемой ситуации. Все-таки наложить карты Таро прям так один к одному на какое-то произведение, то, ну, может, не очень хорошо выходить. Где-то может вылазить, где-то может не вмещаться чуть-чуть, там складочки, сборочки, как я говорю, натягивать сову на глобус идеально ровно не всегда получается. Маг получается тоже как жрец. Ну, смотрите, маг работает с информацией. Да, даже это не столько информация, сколько желание. Маг пытается осуществить свое желание, для этого ему нужна информация, каким образом это сделать. А высший жрец, иерофант, да, он просто передает знания. И там есть ощущение Меркурия, ощущение работы со знаниями, но вот маг — это больше про желание. Маг — это человек, который чего-то хочет и пытается чего-то добиться каким-то способом. Он знает, каким способом. А вот иерофант, он может знать, какими способами вы можете стать этим самым магом. Понимаете? Он может вас научить стать магом. Но маг — это всегда индивидуальная боевая единица, скажем так. Маг и Верховная Жрица, вероятно всего, занимаются предвидением, обладают определенным знанием словом. Да не обязательно предвидением. Маг хочет, высшая жрица дает уверенность в правильности своих действий, в правильности своего желания и заряжает энергией, скажем так. Это две очень энергетически насыщенные карты, которые вас заряжают желанием что-то сделать, желанием осознать, чего вы там хотите, и осуществить как-то. Вот это самое ваше желание. Задача мага и жрицы — заблаговременно направлять течение жизни человека, общество к безбедности и благоустройству, удерживая общество в ладу благодаря неким знаниям. Нет, маг и высшая жрица — это не про общество. Маг и высшая жрица — это про себя. Это про, как я уже сказал, индивидуальную боевую единицу, автономную боевую единицу, да. Овен — это не руководитель, он лидер. Он идет вперед, потому что он себе хочет. Вот. Если Овен развивается грамотно, правильно, он находит себя в работе с напарником, с партнером, с супругом, супругой, с коллегой по работе. Ну, напарник такой, да, знаете, как это, Джонсон и Джонсон. Вот один Джонсон — это один Овен, а второй Джонсон — это весы. Это вот они вместе работают. Вот. Или там Смит и Вессон. Вот он Смит, а вот он Вессон. Вот, это весы, это уже умение найти себя. Тут не столько про общество, нет. Про общество думают люди, которые чувствуют там какую-нибудь звезду, да, какие-нибудь водолеи, какие-нибудь козероги, какие-нибудь стрельцы, если они прям сознательно думают об этом. Вообще каждому человеку свойственно думать о каких-то высоких материях, а не только о приземленных и эгоистичных мотивах. Но если говорить по картам, то маг, он себе хочет в первую очередь. А уж зачем он хочет себе? Может быть, в самом деле для того, чтобы осчастливить все человечество. И подумать: о, нифига себе, какой я молодец, все человечество осчастливил. Вот какой я красавец, да? Вот это маг. Вот это Овен. Он может сделать счастливыми всех людей, если понимает, как сделать себя при этом счастливым. Благодаря неким знаниям, ну, не всегда знания. Знание без действия — это тоже такое себе. Так, Юлия жрица душа. Ой, это такой сложный вопрос, я даже затрагивать не буду, от того, что не все люди понимают, что такое душа. А
объяснить это как-то вообще очень сложно. Это вот, ну, может быть, да, это то, что скрыто, то, что человек не видит в физическом мире, это то, что дает вот ощущение душевности, но я бы не стал впихивать душу только в высшую жрицу. Я бы не стал. Понимаете, высшая жрица это как сопутствующее такое действие, да, человек-то сознательно что-то понимает, но чувствует он где-то там на душе, может быть, что-то лежит. Это, скорее всего, очень близко к пониманию души, но так как у нас нет четкой характеристики, что есть душа, да, в религиозные споры вдаваться не будем, потому что все равно там все по-разному чувствуют, что такое душа, даже среди тех, кто знает, что к чему. Вот можно сказать, что высшая жрица не любит быть на первом фланге. На первый фланг всегда выходит маг. Он действует, он вперед. Высшая жрица, она такая как поддерживающая функция, но без которой справиться никак нельзя. Если мы берем Исиду, да, как вот образ этой самой высшей жрицы, то ее имя Исида переводится с древнеегипетского как трон, то есть та, что стоит у трона. Вот ощущение поддержки, помощи. Она же, ну, самый главный бог-то Осирис, да, в этом самом, в древнеегипетском пантеоне. Она просто помогла ему вернуться к жизни. Она собрала, она сделала там массу работы, но она всегда ощущалась как помощница Бога. Это вот, понимаете, это как то, что скрыто, то, что в тени, то, о чем часто забывают, и то, что не видно, но то, что очень часто мотивирует вот фронт выходить, да, допустим, если мы с вами берем, ну, то есть Исида это поддержка, опора, группа поддержки, понимаете, вроде бы не нужно, но на самом деле очень нужно. Помните? Вот, пожалуйста, вам яркий пример мага и высшей жрицы, да, это Артур Уэйт и Мари Колман Смит. Или Памела Колман Смит. Я постоянно путаю, Мари или Памела Колман Смит. Напишите в чатик, пожалуйста, кто она там. Я вот путаю. Мне что-то кажется, что она Мари Колман Смит, хотя вроде Памела должна быть. Кстати, вот если посмотреть на логотипе, то спрашиваю, а что вот тут вот такие вот? Это ПЦС. Памела Колман Смит. Вот. Видите, да? Вот где. Вот. ПЦС. Памела Колман Смит. Вот высшая жрица это Памела Колман Смит. Я думаю, что она была не только и не столько художницей, сколько еще и каким-то мотиватором для Уэйта. Вот. Но это осталось в истории. Я уже не буду там что-нибудь придумывать по поводу там любовники или нет, но как бы я бы не удивился, если бы так оно было. Но, конечно, как бы это слишком уж приземленно, да? Источник мотивации и, собственно, само желание, которое из этого источника, из этого глубинного колодца лезет наружу и становится магом. Вот. Как-то так. Поэтому по поводу души очень сложно сказать. Может быть. Душа ближе всего к этой карте. Но только ли она там, тут я не берусь сказать наверняка. Так, Юлия Кануникова. Добрый вечер, пан Роман. Если клиент просит описание человека, какими словами вы передаете сочетание дьявола, императрицы и жрица? Может, клиенту такая понравится, я только прямо придумал. Я не передаю картами описание человека. Дьявол это, опять же, что-то огненное, мотивирующее, зовущее за собой. Императрица и жрица. Императрица это что-то такое, я бы сказал, уже в сторону сексуальных аспектов. Вот. А жрица это при всем этом намеки и загадочность. То есть человек, за которым хочется идти, привлекательный, интересный, но при всем этом не до конца понятно, в чем именно состоит его привлекательность. Вот я бы так сказал. Но это, опять же, так наспех и без понимания ситуации, это очень поверхностно.
Может клиенту такая понравиться? Однозначно. Однозначно может. От такого человека можно и в зависимость попасть. Жрица как луна, имеет две стороны, и одна всегда скрытая. Да, 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 да. Это та же самая тема, что и с луной, но луна более глубокий образ, а вот жрица это чуть-чуть другое. Это та самая таинственность в луне, но не сама луна, не сам принцип луны. Скажите, пожалуйста, что за символы в ногах карт? Тоже планеты, а какая связь? Вот эти вот? Не обращайте внимания, по этому поводу вам лучше расскажет Юрий Хан, вот он работает. Это положение планет в домах. Где сильное положение, где слабое, в общем, где обитель, где вторая обитель, где падение, изгнание, в общем, вся эта астрологическая штука, которая нужна астрологам, а тарологам она будет скорее мешать и избивать. Я ими не пользуюсь, уже давно надо бы стереть это все дело, потому что все время задают вопросы, задают, а я уже как бы и не пользуюсь этим давно. Потому что слишком много дает информации такой логичной. Слишком много астрологии на этой схеме, нужно как бы тут почистить чуть-чуть. Жрица в минусе как будет? Добрый вечер. Добрый вечер и вам. В минусе это та информация, которую вы не можете раскопать. Это скрытность, таинственность там, где она не нужна, где она лишняя, я бы так сказал. Либо это мучения совести могут быть. Все в зависимости от ситуации. Понимание, что ты неправильно выбрал, неправильно сделал, что ты совершил ошибку, и это глубоко внутри тебя понятно. Не по каким-то там итогам, да, а просто в момент действия ты уже чувствовал, что ты делаешь неправильно, но ты все равно сделал неправильно. Вот это перевернутая жрица, я бы так сказал. Это когда вы совершаете неверные действия, зная, что они неверные, вот, и пытаетесь еще и скрыть все это дело. Тоже так же работает. Может ли человек по зодиакальному колесу, к примеру, из 6-го дома снова оказаться в 1-м? Как бы вернуться в прошлое, или так можно выразиться? Но ситуации-то у нас все время, они такие. Человека шатает по этому колесу в один момент одно, в другой другое, да? Это же дома еще зодиакальные. Это разные ситуации, в которых человек находится, да? Например, по личной жизни он находится в одном доме, по работе в другом, там, самое прочее. Развитие, допустим, карьеры, бизнеса у него может идти по одному масштабу, личной жизни по другому, какой-то личностный рост по третьему, и по разным темам он может быть в разных домах. Вот, где-то в каких-то домах он может задерживаться надолго, где-то проходить быстро, пролетать от того, что интуитивно ему это понятно, ему незачем долго там сидеть разбираться, да, то есть это такой рост, где очень похоже на движение в гору. У каждого своя гора, где-то есть прямые участки очень пологие, и человек легко их проходит, а есть прям такие скалистые моменты, где прям нужно вот долго-долго карабкаться, у каждого своя гора. Вот, либо можно сказать, что каждый стартует со своей высоты. Гора может быть у всех и одинаковой, это в принципе, но у каждого свой участок, который начинается там, где он родился. Вот. Плюс еще эта гора может меняться. Вот гора про работу, гора про личную жизнь, и вот эти вот все моменты где-то зависает, где-то скатывается порой. Да, если сорвался где-то, не прошел кармический урок там, допустим, какого-то знака, и все, вернулся назад, пробуй заново еще раз. Вышел замуж, да, не прошел кармический урок в понимании того, чем нужно жертвовать, да, для того, чтобы с партнером жить хорошо, да, пожалуйста, тебе развод, назад в колесо, вернее, это в Justice, назад в колесо фортуны, в понимание того, в одиночество, опять же, дальше опять развиваться по силе, что тебе хочется, если ты правильно это все поймешь, да, некоторые уезжают к маме назад в отчий дом, да,
Вот, опять в это. И потом опять по новой опять начинают опять как бы такую петлю, как ретроградный там этот самый, тоже может быть, тоже может провести. Вот, так что да, скатываться тоже могут, как бы вернуться в прошлое могут. Перевод Тора с чувашского — это Бог. Бывает. Жрица — один из представителей общества жречества неких 22 иерофантов. Ой, не знаю, это какие-то интересные теории, я о них не особо осведомлен. По крайней мере, я в число этих 22 жрецов точно не вхожу. Как известно из истории на примере египетского сообщества, так называемого высшего жреческого, которое состояло из 22 жрецов и иерофантов, возможно, истоки карты Таро знаний идут оттуда. Нет. В Египте не было иерофантов. Иерофант — это древнегреческий термин, слово, символ. Жрецы были в Египте. Понимаете, почему все так кивают на этот Египет? От того, что в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20-го, да, вот викторианская Англия, поствикторианская Англия, была очень модной тема Египта, тема египетского наследия, вот эти все вывозились мумии и прочее. В общем, все это, ну, еще с тех времен тянется. И, соответственно, все, что было связано с Египтом, ощущалось таким очень загадочным и таинственным, непостижимым. Поэтому вот Египет для времени, когда бурно развивалась эзотерика в начале 20 века, да, вот она была связана с Египтом, ну и потом еще с Востоком. Но Восток чуть позже пришел, да? Вот. А Египет чуть раньше. Поэтому вот есть верование в то, что это из Египта все пришло на самом деле, хотя вот. Вот, да-да-да. Иерофант, слово греческого происхождения. Все верно. Я выявление луча миссии спросила, насколько это проверенная информация, и есть ли такой луч вообще. Ну а скажите, вы можете сказать достоверно, есть ли смысл жизни? Вот луч миссии — это смысл жизни, другими словами, если попросту, вот, без всяких этих самых. Ну, вот вы можете сказать, есть у человека смысл жизни или нет? Если он его находит, у него есть смысл жизни. Некоторые живут без всяких смысла жизни просто потому, что им нравится жить, да, для них смысл жизни просто прожить эту жизнь. Они даже порой не задумываются об этом смысле жизни. Поэтому есть такой луч вообще, нет ли такого луча вообще, науке это неизвестно. Из моего опыта, чтобы услышать звон колонн, необходимо успокоить разум и отключить эмоции, чтобы внутри отозвалась сама ситуация. Совершенно верно. Я же говорю, нужно просто окунуться в эту ситуацию, выключив свои там суждения по магу. Маг — это, попытка понять, что ты, как ты видишь эту ситуацию. А высшая жрица — это истинная ситуация, так как она есть. Вы и так чувствуете, она для вас хороша или нет. Если вы в нее окунаетесь, вы чувствуете. Холодная вода для вас, либо она, приятная, тепленькая, правильная, да? Ну, вот такие дела. Поэтому, да, столбы будут звенеть, если вы просто вот этого мага чуть-чуть приглушите, да, и прислушаетесь просто к своим внутренним ощущениям. Тогда вам станет понятно. Боас и Яхин столбы как стража, я бы сказал, что это поддержка, основа. Наш мир держится на взаимодействии двух противоположностей. Черное и белое, вверх-вниз, лево и право, мужчина и женщина, ангел и дьявол, да, то есть, вернее, Бог и дьявол, то есть всегда есть борьба света с тьмой, порядка с хаосом, вот, и прочего всего такого. Как-то так. Поэтому, вот тут у нас тоже Боас и Яхим, это скорее основы. В кресте, да, вот тот самый крест, это пересечение вот этих двух понятий. Правильно и неправильно. Да? Грех и благодетель. Из-за этого все проблемы. Да? Это является источником, интереса жизни.
источником желания жить. Когда вы слишком глубоко погружаетесь во что-то, если вам совсем плохо, это только черный столб, да, это депрессия, это отсутствие желания жить. Если у вас все хорошо, то это как бы задушит то не здоровье, как в Польше говорят, да, если все слишком хорошо, то и делать ничего тоже не хочется. Зачем что-то менять, если все белое, все правильно, да? Ну вот, как-то так. Кошка. Это не кошка, это кот. Это кот. Его зовут Василиск. Ну, вообще-то мы его зовем Васька или просто Змей, да? Вот. Но так вообще официально его зовут Василиск. По-польски Базилишек. Вот, Василиск. Вот он у нас тоже черно-белый. Вот такие дела. Что насчет перевернутой жрицы? Ну, уже сказал про перевернутую жрицу. В каком случае жрица может говорить о колдовстве? Я бы не сказал, что она говорит о колдовстве. Жрица больше говорит о гадалке. А вот колдунья, ведьма, это скорее там либо маг, либо дьявол. Вот. Колдунья, вернее, высшая жрица в сочетании с магом, перевернутые, могут давать воздействие, да, то есть вот та самая скрытое воздействие, скрытая сила. Но чаще всего дьявол — это что-то такое вот запрещенное, делать не так, как все. Чаще всего на всяких колдуней, ведьм, да, лично у меня указывают королевы. Вот, либо жезлов, либо мечей, ну, само собой, перевернутые. Вот, там, кубков, пентаклей, чаще всего королевы. Неужели второй нет карт, которые ответят вопрошающему, что он особенная колдунья? Хорошо, уловил ваш сарказм. Любая карта может при должной сноровке сказать клиенту, что он особенный и самый лучший, и самый вкусный, сочный, сладкий персик. Покупайте наших слонов, и это все. Но это уже будет как бы, ну как сказать, шарлатанством. Но ваш сарказм я уловил. Ага, Юлия, в зависимости от поставленного вопроса, понятно? Вот как. Жрица ключ к знаниям? Нет, ключ к знаниям иерофант. Если говорить конкретно, то как проводить эти энергии, ситхи и прочее? Да у каждого человека по-разному. Все почему-то хватаются за какие-то проверенные способа. Единственный проверенный способ — это попробовать самому и понять, работает ли это у вас, и что именно работает это у вас. Вот это единственный проверенный конкретный способ. Взять и попробовать. Чтобы вы знали, сколько я времени провел за всякими практиками, да, чтобы понять, что работает у меня. Лучше всего у меня работают карты Таро. Вот, но чтобы к этому прийти, да, чтобы понять, что на самом деле вот то, что мне и так было интересно, у меня может работать, я там прошел через медитации, через любого рода там осознанное сновидение, что я только не пробовал, и ауру смотреть, и там руками что-то нащупывать, энергии и прочее, разве что воду прутиками не искал, да, вот знаете, как это воду искать, прутиками жилы водяные искать. Ну вот. Конкретно человек проводит энергию только когда нащупает эту энергию и начинает ее проводить. У каждого свой способ. В любовных отношениях же жрица что из себя представляет? Скрытую тайную связь чаще всего. Либо то, что человек не хочет говорить другому человеку, партнеру об отношениях и понимает, что вот об этом лучше молчать. Вот. Неважно, хорошее, плохое, молчать нужно и о хорошем временами, да. И иногда человек вот не может просто высказать свои истинные отношения, просто потому что боится, допустим, там нарушить что-то, какую-то идиллию и прочее. Это то, о чем говорить не надо. То, что понятно без слов. То, что ты чувствуешь, что это вот твой человек. Вот. Марго, представьте себе, что вы находитесь в лесу ночью, а я даю вам фонарик. Луч фонаря высвечивает одну тропинку, но вы не видите других тропинок из-за луча фонарика. Похоже на луч миссии? Отличная аналогия. Хорошо. Понимаете,
Проблема в том, что луч миссии это не вам дают фонарик. Луч миссии это вам светят фонариком в ту сторону, в которую вам светят, и говорят, вот туда иди. Ну вот. А на самом деле, чтобы понять, что там человеку и как, правильно, что неправильно, нужно дать ему фонарик и научить светить в разные стороны, чтобы он понял, в какую вообще сторону ему хочется идти. Вот в чем смысл. Отличная аналогия с лучом фонарика, это очень круто. Единственное только в чем вы, наверное, Елена, ошибаетесь, это в том, что вам фонарика не дают, за вас светят. В этих школах светят за вас. Понимаете, в чем прикол? Памела. Да, Памела Колман Смит. Роман, как вы видите, что такое душа и к какому аркану можно отнести? Ну вот от этого вопроса я уже ушел, да, уйду еще раз. Я не знаю, что такое душа. Это то, что объяснить нельзя. Ну, вот. Ну как мне кажется. Вот. Это похоже на луч фонарика, вряд ли миссия человека так узка. Ну вот, да. Дело в том, что правильный человек, осознанный человек, он этот фонарик у себя в руке держит. Вот. И имеет право им светить туда, куда нужно. Памела Колман Смит, художница. Да. Миссия человека — пройти путь от дурака до мира, и не один раз. Да на самом деле, ну, я не знаю, есть ли у человека миссия или нет. Я бы так сказал, что человека привлекает, интересует. Вот это может быть миссия. А вот специально там она ему создана или нет, ну, скажем так. Я знаю людей, которые после какой-то проблемы в жизни теряли интерес к существованию. Вот. А потом как-то так сознательно взявшись за какое-то дело, специально поискав какое-то интересное дело, находили в нем потом смысл жизни. Просто потому, что другого не было. И они вполне комфортно, хорошо себя в нем чувствуют. Человек сам может светить себе этим фонариком, понимаете? Извините, что я тут щелку, просто у меня есть такая привычка в руках что-то вертеть. Я понимаю, что, наверное, при этом какие-то посторонние звуки, но вот у меня обычно есть. Вот он, у меня такой для этого кубик специальный, я его просто найти не мог, и поэтому щелкал там какой-то ерундой. Прошу прощения. Сейчас идет ретроградный Меркурий. Да. Ретроградный Меркурий. Вот по поводу миссии человека пройти путь от дурака до мира. Человек сам создает себе смысл жизни, и если он ему интересен, тогда он ему видится правильным. Ну вот. Скажем так. Мне так это видится. Может быть, это мужской такой взгляд, но мне так кажется. По крайней мере, я говорю о том, что кажется мне. Вот. Неужели спрашивающему нужно объяснять про Плутон и т.п.? Нет, не нужно. Это я вам объясняю. Понимаете? Зачем вам объяснять, спрашивать? Можно, если спрашивающий интересуется. А чё? А какой Плутон? А зачем он? А почему? То, пожалуйста, можно и объяснить и про Плутон, и про Нептун, и про Альфа Центавру, и про все что угодно. Ну, если это вам интересно, если это интересно клиенту. А если ему просто надо знать, что, как, почему, зачем, то я в такие детали вдаваться не буду. Ну вот, это я вам рассказываю. Как это? Эксклюзивный контент. Понимаете? Вот. Скорее всего, не поймут очень глубоко, очень важно, но в простой форме это тайна, что-то скрыто. Да, что-то скрыто. В простой форме это тайна. Это то, что за 7 печатями показывать не надо, потому что это слишком ценное. Доброго вечера, здравствуйте. Как вы относитесь к проживанию жрицы как аркана, медитацию на нее, или это лишняя шизотерика? Можно. Нет, почему? Вот по поводу медитации на аркан, эта тема очень интересная на самом деле. Я все больше и больше этим интересуюсь. Я в свое время пытался прочувствовать арканы, медитировал на них, но не так, что прям вот держу и медитирую в него, да. Нет, я скорее держал в уме этот образ, да, и пытался прочувствовать, ощутить себя на месте вот этого образа, рядом с ним, либо внутри, в нем ощутить, оказаться. Вот
вот медитация, она всегда внутренняя. Вот. Просто я не то чтобы прям такой визуал в медитации, да, я визуал внутри головы скорее. Вот образ-то есть, карты внутри, вот я медитирую. Хотя вот в последнее время мне достаточно интересна какая-то совместная медитация как видение человека, да, то есть объяснять человеку, как, на что обращать внимание нужно, да, то есть вот так. Вот это, может быть, даже я хотел бы попробовать какие-то проводить. Я не знаю, вот у меня сейчас родилась идея, может быть, проводить какие-то эфиры по коллективной медитации, что-то такое. Не знаю, потому что все очень как-то меня хвалят. Пан Роман, у вас такой голос, такой, ну, окей, давайте будем пробовать тогда. Чем черт не шутит, да? Вот. Иерофант. Так, кошка. Про кошку, да, кот сидит дальше, молодец. Помогает. Добрый вечер, Анна. Как это? Няшка, да? Интересный никнейм. Добрый вечер. Думаю, что смысл жизни в ответе Таро — это смысл жизни в данный момент или в этот период. Задача на сейчас, а не на всю жизнь. Ну да, люди меняются, жизнь меняется, человек достигает чего-то, как-то так вот вполне может быть, что он, достигнув чего-то, удовлетворяется итогом и движется дальше куда-то. Вот, либо наоборот ставит себе цель такую, которую достичь очень сложно, это может уйти целая жизнь, и вот он наслаждается самим процессом прохождения этой жизни. То есть, ну, у всех по-разному. У кого-то динамично это меняется, а кто-то живет большими участками. У всех по-разному. Его не зовут, он сам приходит. Смысл жизни? Да. Ну как, некоторые делают это осознанно, специально, и у некоторых это получается, а у некоторых смысл жизни просто так, вот как у меня вот с этими картами, да, я как не уворачивался от карт Таро, все равно как-то я в них скатываюсь, и мне в них хорошо и комфортно, и я понимаю, что, наверное, вот в моем случае смысл жизни — это вот я без этого уже себя не представляю, честно говоря. Зжеро. Это интересно, что за никнейм такой. По вашему совету подписалась на Юрия Хана. Очень у него странная интерпретация карт многих. Да, очень странная. Вызывала возмущение просто. У человека вообще свое видение мира не для меня точно. Вас смотреть душевно и информативно. Спасибо, конечно. Но смотрите, Юрий Хан дает очень свой взгляд на карты. И я бы так сказал, базовые понятия по старшим арканам у него очень крутые. Но когда он начинает докапываться до сути, суть у него своя, конечно. Это уже у каждого свой путь. Мне просто очень интересно, как это заходит у него в его школе. Он очень хорошо разбирает информацию со своей точки зрения. Он очень логичен. У него четкая связанная логика. Может быть, не с точки зрения обывателя, но с точки зрения того, кто чуть-чуть чувствует астрологию и чуть-чуть чувствует Таро. Вот там можно в какой-то момент зацепиться, и дальше вас понесет, и будет очень-очень круто. Не, Юрий Хан очень крутой дядька, я его очень уважаю. Ну, опять же, вот я вам нравлюсь, а он нет. Ну, это уже скорее личный взгляд, вкусовщина. Роман, вы маг и верховная жрица, а мы присутствующие на лекции как пажи. Ой, да ладно вам уже так это. Это вы уже там хвалите, смотрите, перехвалите. Меня уже тут обвиняют в звездной болезни и вот в этом всем. Медные трубы, слава. Ну, такое, как бы. Я понимаю, слава, там 100 тысяч подписчиков или там 300 тысяч, да. Вот. Но у меня 8 тысяч, как бы это немножко. Какая там слава? Хотя очень приятно. Внимание людей — это очень приятно, это очень мотивирует. Я нахожу в этом источник мотивации. Вот, а не столько там тешу себя с самолюбием, да, тешусь или как это. Вот.
Я в Польше уже русский язык начал забывать. Мне так стыдно порой бывает. Вот. Скорее, то, что много народу меня смотрит, меня мотивирует делать вот новые ролики. Это да, это да. Вопрос про деньги. Будет прибыль от он дела? Выпадает жрица. Смотрите. Да, извините, что я как так срываюсь временами. Смотрите, высшая жрица это что-то скрытое, это потенциальные возможности. Это, скажем так, я бы не сказал, что это реальные какие-то деньги. Это деньги, которые, возможно, от вас прячут. Возможно, это деньги, которые вы в дальнейшей перспективе сможете заработать. Либо просто отчетливо поймете, что это не ваше. Вот. Там все зависит от расклада, от ситуации. В общем, высшая жрица это очень мутная карта, которая говорит о том, что, ну, в плане денег там все может быть либо пан, либо пропал, да, либо все деньги сплавил, либо там много заработал. То есть это крайности такие. Поэтому четкого, внятного ответа, хорошая эта карта про деньги или нет, тут... По крайней мере, она ведет к потенциально богатой ситуации, да. Это понимание того, окей или не окей. Как можно охарактеризовать плутонического человека? Скрытный, во-первых, глубокий, опасный и очень энергичный. Роман, вы очень мудрый иерофант. Я еще и очень скромный. Вы знали? Нет, ну я всегда смущаюсь, если меня хвалят. Мне это очень приятно, но я всегда смущаюсь. Не то, чтобы я с вами спорить сейчас буду. Давайте не буду спорить. Очень не хочется спорить. Недавно наткнулась на ваши лекции в YouTube. Подача информации очень заходит. Увидела Таро с другой стороны. Благодарю. Спасибо. Как короля кубков. Ну это уже там между вами диалоги, да? Пан Роман, простите, если пропустила. Вот как трактовать жрицу в вопросе, собирается ли пара официально пожениться? Ответ всегда жрица. Трактовать тайно или да? Уже расписались тайно? Вот тут сложно сказать. Я бы сказал, что там равные варианты. Ну, все это зависит от расклада, который вы делаете, от людей, от характера людей и от ситуации, в которой они находятся. То есть по одной карте очень сложно что-то сказать, не чувствуя контекста. Но в таком варианте я бы сказал, что скорее либо расписались тайно и не хотят говорить, либо просто не хотят никому сообщать, либо чувствуют, что и так им нормально. В общем, сложно сказать, очень сложно. Вот тут, ну, не бывает у карт однозначно положительных, либо отрицательных вариантов. Тут я бы сказал, что им и так неплохо. Так. Ох, медитация это бомба. Ни у кого из тарологов такого нет. Вы будете первым. Не, наверное, есть у кого. Наверняка. Я часто сталкиваюсь с тем, что те великолепные идеи, которые мне приходят в голову, я потом гуглю на YouTube, да, и выясняется, что все с этим уже дело имели, забыли, и это уже не интересно никому. А я тут только такой... проснулся. Дело в том, что я не очень слежу за тем, что происходит у других тарологов. На YouTube я не очень люблю вот этих эзотериков и прочее. Вот. Ну, и так хватает работы. И в YouTube я люблю смотреть что-нибудь развлекательное, если есть время. Ну, вот, информацию из YouTube черпать, ну, редко. Отдельных людей смотрю, а в целом по сообществу я и не общаюсь-то ни с кем, понимаете? Зачем? Меня и так неплохо. Ну, мне и самому хорошо. Совместные медитативные практики должно быть круто, я за. Ну, посмотрим. Вот есть идея, а как ее воплотить еще? Тут у меня есть две проблемы, которые могут мешать моим этим медитативным практикам, да. Это, во-первых, моя картавость. А во-вторых, то, что я заикаюсь еще временами, да, и вот это может очень сбивать. Поэтому я не знаю. Тут я сомневаюсь. Я так как бы в шутку-то все это дело, да. Но фиг его знает, может быть.
Чем черт не шутит, да? Юлия, ага. Пан Роман, бывало на консультации ситуация, когда накрывало ощущениями о том, за кого спрашивает клиент, будто вы чувствуете яркие эмоции клиента о том человеке. Меня недавно так накрыло мерзостью. Да, бывало. Хуже всего это когда... Вот я сейчас не берусь рассматривать дела с убийствами, да, либо самоубийствами. Того, что там может так накрыть, там не то, что мерзостью, там ненавистью накрывает такой, что... В общем, это не та тема, которую бы хотелось сегодня. Так, а как набирать опыт? Считать карты кому себе, если нет клиентов и не ищешь пока, ну, Таро очень отзываются. Где брать опыт? Как? Во-первых, себе. Ну, если как бы не на ком больше проводить опыты, проводите на себе. На знакомых, на родне, если нормально относятся, на подружках. Масса групп. ВКонтактике, в Фейсбуке есть группы, есть сайт такой. В Одноклассниках, я думаю, тоже есть, хотя не знаю, есть или нет, я там не бываю. Есть такой сайт Life Expert. lifeexpert.ru, по-моему. Вот, там есть раздел эзотерики, там есть прям раздел Таро, где люди задают вопросы, берете человека, отвечаете ему на вопрос. Подписчиков больше 8000. Да, 8240 уже. У меня тут такие амбициозные планы к весне. Набрать 10 тысяч. Я, конечно, сомневаюсь. Но если вы прям там будете лайкать и комментировать каждое видео и делиться со знакомыми, с подругами, то, может, и наберем 10 тысяч. Но слабо верится. Сколько это? 1,5 месяца, да, меньше чем 1,5 месяца, больше чем 1500, да, 1760 человек нужно набрать. Не, вряд ли. Хотя, 10 тысяч такая сумма приятная, цифра. Особенно бомба, когда люди даже не понимают, что такое медитация, а тупо верят. Ну, медитация это такая тема, опять же, довольно индивидуальная, но... Достаточно много народу социально ориентированы, и им интересней медитировать в коллективе. Это тоже нормально. Вы мотивируете нас, а мы вас как-то. Вы рады нам, мы благодарны вам. Да, как в том фильме, я уж не помню, что за фильм, но такой был. Число подписчиков еще ни о чем не говорит. Нарисовать подписчиков в век цифры проще простого. Ой, не скажите. Не проще. Как бы в YouTube тоже не дураки работают. С накрутками там они умеют бороться. Вот. Скажем так, большое число подписчиков говорит о том, что человек социально востребован. Что то, что он делает, нужно большому количеству людей. Все зависит от того, что он там делает. Разные люди дают разное. Я, допустим, даю глубокое знание Таро, смысл Таро даю. Понимаете? Это не всем нужно. Большинству нужны просто значения, да, а еще большему количеству людей нужно, чтобы им просто погадали. И все. Вот, скажем так. Даже вот с таким вот этим самым. Погадать, понимаете, я могу. И я этим занимаюсь, я это делаю. Но 1 на 1. Всегда индивидуально. У меня такой принцип. Я пробовал делать эти видео, там, где большому количеству людей. У меня даже что-то получалось, народ хвалил, но это не то, что я бы мог делать с чистой совестью. Плутон в 8 доме, Луна в Скорпионе, асцендент, тригон Плутон. Но это сильное влияние Плутона на человека? Да. Это неплохо, это нехорошо, это Плутон. Это качество, свойство. Вы можете его развивать в сильную сторону, можете развивать в плохую сторону. Все зависит от самого человека. Натальная карта — это... скажем так, ситуация, в которую попал человек при рождении. Что он с этой ситуацией потом сделает, зависит от того, как его вырастят, воспитают, и зависит от того, как он приложит свою волю к этой самой ситуации.
Спасибо за комплимент моему нику. Вы мне тоже очень нравитесь, мой король мечей. Ой, да ладно. Вас вижу и слушаю в последнее время чаще, чем мужа. Вот тут поосторожней, поосторожней. Такой тонкий лед, очень тонкий лед. Благодарю за работу и желаю всех благ. И вам всего хорошего. Вот. До Таро со мной друзья вообще общались как с легким общительным человеком, а теперь как-то с настороженностью, нет легких бесед уже, а начинают у меня советы брать по поводу всех своих проблем. Ну, такое бывает. Такое бывает. Тут как бы комментировать даже ничего не буду, просто потому что сам через это прошел. Сложно, когда жизнь ломает. Сначала знакомые, которые типа нормальные, от тебя отворачиваются от того, что ты шизотерик, да, в их понимании. А те, которые в это дело верят, начинают как-то вот к тебе относиться с таким как бы: вау, он там что-то умеет, а я не умею. И так, тоже с такой легкой опаской, да. Некоторые нормально, а некоторые как бы так. Ого. Вот, и это меняет отношения с друзьями, поэтому у меня их не очень много, скажем так. Очень-очень мало, на самом-то деле. Ну, я бы не сказал, что я страдаю от этого. Я скорее страдаю от недостатка такого вот физического общения, где вот можно сесть вместе, да, там по кружечке пива выпить, за жизнь пообщаться. Такое, знаете, нормальное человеческое общение. Не по скайпу, не по ватсапу, не по видео, да, а вот просто вот. Вот с этим сейчас сложнее, конечно. Ощущал приятный вечер, но не предполагал, что он настолько сильно эмоционально приятный. Ну, так и хорошо, ну, так и отлично же. Меня это напрягает, потому что я в жизни такая же, как и была. Зато вы теперь остро чувствуете, да, что тот человек, которым вы себя ощущаете, и тот человек, которым вас воспринимают другие люди, это два несколько разных человека. Знаете, как это... Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Можно ли определить внешность по Таро? Можно, если наработать себе такой опыт, такой шаблон. Я вот не очень за внешность. Я к физическому вообще слабо. Мне больше эмоционально. Мне по картам Таро эмоции больше идут, чем визуал. Поэтому, но есть люди, те, кто прям чуть ли не портрет могут составить с помощью карт Таро. Большое спасибо за ответ про опыт. Да, пожалуйста. Добрый вечер, Роман, и всем присутствующим. Здравствуйте вам. Айгул припозднилась сегодня. Ну, в записи будет, не волнуйтесь. Лайк, коммент, смайлик и оп, 10 тысяч подписонов. Ваши бы слова, да богу, в уши. У психологов есть негласное правило родню и знакомых не лечить во избежание испорченных отношений в будущем. У тарологов такого нет. Ну, во-первых, у тарологов нет такого, ну, как сказать, свода неписанных законов. Там каждый сам себе хозяин. Тарологи работают очень разобщенно. Некоторые там собираются в какие-то компании по интересам, но я не думаю, что они прям выработали какое-то такое вот как клятва Гиппократа, да, и прочее там все это дело. Я не знаю, есть у тарологов или нет. Я родню и знакомых, ну как, могу, часто просят, но не люблю очень. Вот в последние годы не люблю и делать бы не стал. Но если очень просят знакомые, то смотрю, конечно. Если прям очень нужно помочь, человек приходит за помощью, то как бы да. Но очень-очень стараюсь потом не лезть. Вот уже как просто. То есть я очень разделяю. Вот тут я таролог, а тут мы с тобой весело шутим на тему того, что там у тебя как интересно в жизни происходит. Мне очень помогает то, что я в момент работы, когда человеку что-то говорю, я потом не очень хорошо помню, о чем я говорил. Там смутно помню какие-то общие, да, но вот что именно говорил, у меня из головы вылетает очень быстро. Поэтому мне проще потом забыл, да, удобно. Может сделать тему по вопросам картам Таро, по работе, отношениям и т.д. Ой, может не надо. Роман, а как вы относитесь к архетипам по дате рождения?
не знаком с этой практикой. Надо загуглить, если будет время. Мужские компании очень сильно теряются, когда я захожу в чат. Почему? Смогу я стать тарологом? Выпадает жрица, что это? Ох. Я бы сказал, что это есть потенциал. Но как вы его разовьете, зависит от вашего мага. Роман, подскажите, пожалуйста, а когда Плутон в первом доме, что это означает? Что личность странная? Я бы сказал, что он не все свои не всю свою мотивацию он показывает людям. Вот. Это может быть очень такой энергичный человек, который кажется другим людям энергичным, да, и выглядит таким динамичным, интересным, опасным таким, да, в чем-то привлекательным, загадочным. Но это часто ошибочное мнение. Вот. У меня очень много отсеялось подруг. Вы знаете, люди у которых и без всякого таро, тоже очень часто подруги отсеиваются после каких-нибудь событий в жизни. Это не так часто от таро зависит. Таролог тарологу конкурент, а это каждый таролог сам себе решает. Мне, допустим, нет. Вот видите, я вот даже тот же самый Юрихан, да, вот та же самая школа Врата Изиды, я абсолютно спокойно как бы их упоминаю просто потому, что, ну, мой клиент меня найдет. Я все делаю для того, чтобы люди видели, как я работаю, как у меня с картами отношения, прочее, да, а дальше вы уже сами решайте. Это абсолютно не зависит от других тарологов. Поэтому конкурировать с ними мне как-то абсолютно, ну, я не знаю, я смысла не вижу. В нике указано Таро, и мужчины боятся, что я начну эзотерические темы задвигать. Ну, это понятно. Большая часть людей, у которых в нике указано Таро, начинают задвигать эзотерические темы. Чего вы ждали? Так оно так и должно быть, оно так и работает. Вот, если вы напишите в нике там самурай, да, люди будут думать, что вы будете там что-то про Японию задвигать или еще что-нибудь такое, что вы фанат Японии или хотя бы компьютерных игр вот по самураям. Нормально, нормально. Вы сами как бы обозначили свою личность через эту призму, поэтому они так и будут вот на вас смотреть через эту призму. А призма такая, как бы окрашенная другими людьми очень-очень ярко. Поэтому вот. Зачем себе делать расклад и не обманывать сам себя? Как-то так. Зачем себе самому делать расклад и не обманывать сам себя человек при этом? От человека зависит. Если человек честен с собой, тогда он себя не обманывает. А если он с собой не честен, да, тогда у него сложно. Вот. У меня карты Таро вызывают соблазн увидеть себе лучше, чем я есть, и я это очень остро чувствую, поэтому мне очень сложно себе смотреть, да, то есть я понимаю, что как бы, ну вот мне не очень нравится это чувство, поэтому я стараюсь не делать, чтобы как бы не ругаться с собой. Вот. Архетипы по дню рождения, смесь нумерологии и таро. Считается число, все плюсуется до двузначного числа и вычитается 22. Чушь, да? Не знаю. Но мне это кажется как-то сочетание мягкого и теплого, да? Тут очень часто люди путают это, где мягкое, а где теплое. Оно вроде бы похоже, но это не одно и то же. И сочетать все это вместе, оно может сочетаться, а может и нет. Сложно сказать. Если бы я лучше знал нумерологию, и если бы у меня было больше практики в нумерологии, я бы тогда мог сказать с уверенностью. Я хорошо знаю про сочетание астрологии и таро, просто потому что на протяжении 10 лет, даже уже больше, чем 10 лет, я активно использовал в своей работе и астрологию, и таро. И вот мне есть о чем сказать.
А по нумерологии мне сказать нечего, поэтому я не знаю, чушь это или нет. Может быть, а может нет. Вопрос картам, честный человек или нет, выпадает жрица. Я бы сказал, что по жрице это скрытный человек. Это не значит, что он нечестный. Это значит, что он не всей информацией хочет с вами делиться. Понимаете? Ну вот скажите, человек, который дал... Вот врач. Врач? Да, врач. Вот у него есть информация о вашей болезни, допустим. И к нему приходят ваши враги и спрашивают, чем он болеет. А ваш врач говорит, я не могу вам рассказать, я врач, это врачебная тайна, я не могу это рассказать, эта информация должна оставаться закрытой. Вот он кто? Он честный человек? Или он человек, который скрывает информацию? Понимаете? Таро-нумерология. Таро-нумерология, ну... Астротарология тоже может быть. В телеге мне мой ник не видно, я не сразу поняла, в чем дело, убрала и стало проще обсуждать объективы и прочие фотоаппараты. Ну да. Я думаю, что это понятно. Хорошо. Сегодня крещенский вечерок. Серьезно? Я что-то не очень слежу за религиозными праздниками. Получается, великолепные расклады с праздником. Спасибо за эфир. Окей, это звучит как то, что нужно закругляться. Я думаю, да, в самом деле уже больше 2 часов. Что-то сегодня так плотненько. Хорошо, был рад вас всех видеть. Действительно, пора закругляться. Вечер заканчивается, перестает быть томным. Очень приятно с вами сегодня пообщались, содержательно, по высшей жрице. И вообще просто приятно поговорили. Это тоже было очень здорово. Рад был вас всех видеть. Постараемся увидеться с подписчиками, со спонсорами, я постоянно забываю это слово, на эфире по Таро Монара в четверг, на неприличном эфире, на закрытом эфире для спонсоров только. Ну а дальше в воскресенье как получится. Я не очень уверен, что в воскресенье у меня получится, просто потому что очень много дел наложилось. Ну, по крайней мере, вот по вторникам вроде заходит неплохо. Либо, может, перенесем на воскресенье, может быть, вот этот смысл жизни, может быть, на воскресенье перенесем, просто потому что, наверное, будет удобнее как-то. Не знаю, еще решим. Благодарим, Роман, за эфир. Вам всем спасибо, что приходили, задавали интересные вопросы. Вы меня очень этим стимулируете, на самом деле. Просто так в камеру говорить как бы я долго не могу, но когда что-то спрашивают, вы видите, что мне поговорить с вами всегда очень интересно. Ждем 10 тысяч. А я уж как жду. Я уж прям сплю и вижу. Ну, не то чтобы прям я так мечтаю, но было бы, конечно, приятно. Вот, просто было бы приятно. То есть никакого смысла, кроме просто приятного ощущения, цифра в 10 тысяч на YouTube, по-моему, не несет. Но это какой-то психологический такой, какая-то граница психологическая. Благодарю за эфир. Некоторые моменты есть желание пересмотреть. Так кто же вам мешает? Обязательно будет запись эфира. Все, всем спасибо, всем до встречи, а то я так могу еще долго с вами прощаться, а как бы уже там вот коты уже проснулись и хотят, вот один моется там, вот один вот здесь моется, второй вон там он моется, рыжий. Коты проснулись, значит пора заканчивать. Всем пока. Пока-пока.